Всем привет! Все чаще и чаще возникает вопрос, что делать с отцветшим цветоносом? Почему этот вопрос возникает? Да потому что сезон цветения орхидей заканчивается. Орхидеи цветут по полгода, либо с зимы до середины лета, либо с середины лета до поздней зимы. И вот первая половина текущего года подходит к концу, и у многих орхидейки уже заканчивает свое цветение, и остаются голенькими торчащие палочки, которые мешают, цепляются за занавески, цепляются за локти, за плечи, так и норовят свалить за собой горшок с подоконника. И возникает вопрос: стоит ли отрезать эти цветоносы или не стоит? И вот у меня как раз не скажу, что я специально ждал, но так получилось, что у меня у одного цветка 3 разных цветоноса, на примере которого я могу показать, какие цветоносы бывают, какие цветоносы я обрезаю, какие цветоносы оставляю и что я делаю с теми цветоносами, которые я отрезал. Давайте я вам покажу. Вот такой вот у меня есть, точнее у меня есть орхидея, у которой прям на данный момент 3 разных вида цветоносов. Первый цветонос, вы можете посмотреть, он желтый такой, желтый. Я вам сейчас специально ракурс поменяю. Вот, смотрите, вот эта орхидейка. Я специально поставил ее на белый фон, чтобы было видно все ее цветоносы. На данный момент их у нее 4, вот видите, 1, 2, 3, 4. И два из которых вот этот цветонос и вот этот цветонос, они отцвели, они прошлогодние. Вот этот цветонос позапрошлого года, вот этот цветонос, вы видите, он стал сухим, желтым, его орхидея отсушила. А вот эти два цветоноса она просто сбросила цветочки, бутончики, то есть они отцвели и остались вот в таком вот, скажем так, застывшем состоянии. У одного из них вот здесь вот на кончике видно, что вполне возможно орхидея будет его продолжать наращивать. Это может быть к концу года, может быть в следующем году, только это она сама знает. И вот такой вот есть 4-й цветонос у этой орхидеи, который буквально за последние 1,5 месяца вырос. И он вот с такими вот, видите, готовыми к распуску бутончиками. И цветонос продолжает расти, набирать силы и готовиться к цветению. И вот здесь возникает вопрос: какие из этих цветоносов оставлять, какие удалять? Ну, вполне естественно, что вот этот вот желтый цветонос, его по-любому нужно убрать. И возникает только вопрос, что делать вот с этим цветоносом и вот с этим. Многие полагают, что орхидея берет свои питательные вещества из листиков, из цветоносов, и поэтому она как бы оставляет эти цветоносы, и любители, орхоманы, их не обрезают, они продолжают торчать вот так вот во все стороны. И, естественно, это эстетически не особо привлекательно и некрасиво. Я же считаю, что та теория, что орхидея берет питательные вещества с уже отцветших цветоносов, как бы, ну, не знаю, на мой взгляд, не имеющий под собой какие-то основания, почву. Поэтому я всегда вот такие цветоносы обрезаю. Да, конечно, многие могут сказать, что этот цветонос на следующий год дополнительно, скажем так, нарастит веточки и будет более такое обширное цветение. Но я придерживаюсь другого мнения, что если орхидее нужно будет, она выпустит вот такой вот красивый, мощный, толстый цветонос и распустит на нем много цветов. Поэтому, друзья мои, на предмет того, обрезать вот такие вот цветоносы или не обрезать, и это каждый сам для себя решает. Ну, естественно, что вот такие вот сухие цветоносы по-любому мы обрезаем, мы их не оставляем. Возникает другой вопрос: а что делать вот с такими цветоносами, которые как бы зеленые, и вдруг мы решили их обрезать? Мы их, друзья мои,
просто черенкуем. Я никогда их не выбрасываю, а черенкую. Почему? Потому что вот из этих вот почек в 50% могут появиться либо побеги, дополнительные цветоносики, либо деточки. То есть тут уж как повезет, 50 на 50. Здесь мы не можем как-либо повлиять на тот процесс, что именно должно появиться. Поэтому это как бы своеобразная лотерея. Но зато хороший момент размножить, зачеренковать свою красотку, если она у вас, например, в единственном экземпляре. И как черенкуются вот такие вот цветоносы, я уже снимал видео, показывал их, у меня есть подробное прям пошаговое видео, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. И единственное, что сейчас я обрежу на другой своей орхидее цветоносики, на другой, это у меня есть такая орхидея, вот она, Сарфсонг, такая вот огромная, с большими лопухами, она уже отцвела, у нее вот такие вот огромнейшие остались палки торчать, эти палки меня просто напрягают, и я вот хочу их обрезать, и как раз вот на обрезке, на их примере хочу показать, как я буду черенковать вот такие вот цветоносики в колбе, которую заранее вот приготовил. У меня есть такая колбочка, и я в нее погружу вот эти вот цветоносы. Ну а кто хочет более подробно посмотреть, как это делаю с другой орхидеей, можете посмотреть, пройти по ссылке в видео. И у меня, кстати, есть видео орхидеи, которая выросла вот из такого черенка. Это орхидея, выросшая на северном окне. У меня прям отдельно плейлист есть про нее. Она вот выросла целиком и полностью из такого вот черенка несколько лет назад. Я ее получил. Ну что, давайте покажу, как я сейчас зачеренкую орхидейку. Возьму вот так вот ее орхидейку. Вот она такая огромная. Обросла уже вся. Корни, видите, уже не помещаются в этот горшок. Я не знаю, сейчас покажу вам ее. Я сегодня просто обрежу у нее цветоносы. Если вот вам видно, вон посмотрите, все корнями практически заросло. И поэтому вот я сегодня ее обрежу цветоносы у нее. Вот здесь. Зачеренкую их. А в следующем видео, наверное, завтра или послезавтра, мы с вами ее сделаем пересадочку. Ну, не пересадку, а перевалку. Я покажу, как, скажем так, не разбирая корневую систему всю, орхидею просто взять с одного горшка, с маленького, и сделать перевалочку в более, скажем так, объемистый горшок, в котором ей будет удобно и комфортно в ближайшие там несколько лет, пока будет она развиваться и расти. Ну, давайте для начала срежем вот эти цветоносы. Сюда мы наберем водички, обычной воды. Сразу поставим. Нам нужно набрать воды сюда. Вот так вот на дно. Я думаю, достаточно будет. Вода обычная, отстоявшаяся. Не подумайте, что это нарзан настоящий, минеральный. Обрезаем цветоносы вот эти. В одном из видео я уже показывал, как обрезать цветоносы при помощи канцелярского ножа. Кстати, ссылку тоже можете посмотреть в видео, под видео этим. Но в данном случае здесь ножом будет неудобно подлазить, поэтому я обрежу вот такими вот толстыми ножницами. Сделаю это примерно, сам цветонос срежу от основания примерно 5 миллиметров, так чтобы был прям совсем маленький такой пенечек, чтобы эстетически он нигде не вылазил, не портил взгляд, он мне не нужен. И я вот так вот раз сейчас, чтобы не повредить ничего, оп, и все, нету. То есть на самом деле, чтобы вы понимали, цветонос он сам по себе очень такой хрупкий. Многие думают, что он такой толстый и его трудно обрезать. Вот я вам сейчас покажу обычными ножницами, как он легко пересекается, перерезается. Вот даже кончиками ножниц. Вот так, если это делать. Оп,
видите, резко он отрезался. То есть не думайте, что у него твердость, как у розы, у стебля. То есть он более мягкий. Это он с виду кажется такой вот плотный, толстый. И, кстати, вот эта внешность, внешняя вот эта вот его твердость, плотность, она обманчиво играет злую шутку со многими архаманами, когда они начинают уже цветонос этот гнуть, к палочке его пристегнуть, он у них часто раз и ломается, потому что он на самом деле очень и очень хрупкий. Вот отложим этот цветоносик вот сюда и обрежем второй. Палка мне уже это не нужна, я ее вытащу, потому что мы будем пересаживать в следующем видео, и нам уже она пока не нужна до момента, пока новый цветонос не полезет. И вот сейчас обрежу второй цветонос. Я не знаю, как это сделать, чтобы вы это все видели. Может быть, приближу сейчас я вот так вот, чтобы вы увидели, как я его отрежу. Для начала я вот так вот листочек поверну, чтобы вы видели. Вот примерно вот здесь вот. Вот как раз получается, если вы видите, там буквально 5 миллиметров, сантиметр. И вот так вот я его, с той стороны ничего у нас там не попадает, и я его отсекаю. Вот так раз. И все. Легко и просто. Он не падает, потому что он прикреплен еще к палочке. Палочку я сейчас отсоединю от палочки крепления. И все. Вот у нас второй цветонос. Да? И палочку мы с ним вытаскиваем. Она нам не нужна до следующего года. Все. У нас цветок стал свободным, без торчащих палок. Теперь он не зацепится ни за какую занавеску у меня, не упадет. Кот его тоже не свалит. Срезы я обрабатывать ничем не буду. Они буквально сами через пару часов затянутся. Тем более, что в них никакого сокодвижения практически уже нету. Ну что, теперь давайте зачеренкуем череночком. Цветоносики. Вот такой вот цветонос нам понадобится для черенкования 3 первых почки. 3 первых почки. Они наиболее, ну вот это, кстати, тоже считается почка. Почечка. Вот, раз, два, три. Ну, 4 мы оставим. 4 оставим, так, чтобы они поместились. Да нет, 4 не получается. Ну да, вот так вот мы, наверное, и обрежем. Обрежем, чтобы была 1, 2, 3 почки. Вот так вот. Все остальное верхнее мы срежем. Потому что сильными детками будут, чем ближе к основанию цветоноса, к началу цветоноса, тем сильнее вырастают детки. Это я уже за, не знаю, за 10 последних лет уяснил, уловил. Это у всех абсолютно орхидей, фаленопсисов таковые. То есть, если мы получим детку откуда-нибудь вот отсюда, сверху цветоноса, она будет слабенькой. И в ней будет мало жизненной энергии. А те детки, которые будут появляться вот из первых почек, они будут сильными, они будут мощными и будут хорошо расти. Поэтому верхушку я сразу лишнюю вот эту вот отсекаю, она не нужна. Оставляю вот буквально вот эти вот 3 почки. Одна будет у меня вот там в воде, да, и 2 вот здесь вот наружу над водой. Вот так вот я срезаю смело. Вот этот вот веточка нам не нужна. И то же самое я проделываю вот с этим черенком. Раз, два, 3. Вот так раз, срезаю ее. Ну, теперь подровняю их. Подровняю. Чтобы они одинаковые были. Вот. Все. Заранее у меня есть приготовленный мох сфагнум. Мокрый. Мне он нужен для того, чтобы, как всегда, из него слепить вот такой вот комок. Комок. Ой, брызнул как.
Хорошо. Я в них макушки погружу макушки этих черенков. Не знаю, видите вы, не видите. И погружу эти два череночка вот в этот вот, скажем так, стакан, или как он называется. Вот так. Я надеюсь, вам хорошо видно. То, что вот упал мох в воду, ничего плохого в этом нету, это даже хорошо. Все, и вот так вот я оставляю. Здесь, вот в этом пространстве от воды до мха, образуется такой вот парниковый эффект. Сам по себе мох сфагнум, он предотвращает какие-либо бактериальные, гнилостные процессы, поэтому переживать за то, что здесь какая-то появится плесень и испортится вода, ну, можно не переживать за это. А вот из этих почек вполне вероятно, что в ближайшее там время начнут появляться либо новые цветоносы, либо деточки. Тут уже как не угадаешь. Здесь, как говорится, как лотерея, как повезет. Кстати, в прошлый цветонос, когда мы с вами черенковали вот в такой вот колбе, я благодаря своему склерозу убрал с подоконника вот такую колбу, когда протирал, убирал, на пол поставил и забыл. А мой ленивый, неуклюжий Митька взял и свалил эту колбу. Ну, нюхал, уронил, она упала, разбилась. И, естественно, цветонос, черенок, они погибли. К слову сказать о том, что там и показывать особо нечего было, потому что у него из почки вырос дополнительный цветонос, а не детка. Надеюсь, что вот из этих двух черенков появятся дополнительные деточки, и будут у меня еще одни орхидеи сарфсонги, потому что ту орхидею, которую мы с вами сейчас обрезали, это была орхидея сарфсонг, песня прибоя, которую я вам, обзор на которую я вам недавно показывал. Ну как недавно, месяца два, наверное, назад. Может даже больше, не помню. Ну вот теперь вот эту колбу я поставлю в светлое место, теплое, но не под прямые лучи. И где-то примерно через 2 месяца, как это в среднем обычно бывает у таких черенков, вот из этих почек появится что-то. Что-то появится. Итак, друзья, кто впервые на моем канале, подписывайтесь. Первыми узнавать будете все новости моего орхидейного садика. А все друзья, все зрители, подписчики моего канала, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Я всем комментариям рад. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Будем с вами. Сарфсонг. Вот эту вот красавицу, вот этого слоника будем переваливать из его маленького горшочка в более объемный большой. Так что до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.